Всем привет! Меня зовут Соня Плотникова, мне 16 лет, и сегодня это видео я хочу посвятить одной очень интересной теме. Как я попала в группу Now United. Вы меня так много спрашивали просто во всех соцсетях, как я попала в эту группу, как все проходили эти отборы, кто мы вообще такие. И в общем я решила прям полностью все вам рассказать без всяких секретов и также поделиться этой частичкой радости и счастья, которую я пережила буквально год назад, когда попала в эту группу. Для тех, кто не знает, Now United — это поп-группа, состоящая из 14 ребят из абсолютно 14 разных стран. Все мы собрались воедино, чтобы рассказывать, как важно жить в мире, как важно любить, как важно быть счастливым, радоваться каждой секунде вашей жизни. Мы все танцуем, мы все поем. Также мы путешествуем по миру. Думаю, что это одна из тех причин, почему я начала снимать влоги. Потому что сейчас моя жизнь стала такой интересной, такой насыщенной. Когда начались эти бесконечные перелеты, бесконечные выступления, съемки, интервью, и я подумала... Как же круто это все сейчас заснять и поделиться этим с вами. Наш проект Now United создал человек Саймон Фуллер. Он создал такие проекты, как Spice Girls, American Idol, So You Think You Can Dance. Он продюсировал Викторию Бекхэм и многое-многое другое. Думал он над этим проектом около целых 10 лет. И я, конечно, безумно рада, что я в этом проекте. И именно сегодня я хотела вам рассказать, как я попала в этот проект. Вообще, как меня нашли, какие отборы проходили, как это все было. Ну что ж, начнем. Вся история началась, я думаю, где-то в 2015 году, когда я поняла, что безумно хочу попасть в Штаты. Не то, что хочу туда переехать, а хочу попасть на классы крутым танцором. И танцую я около 11 лет. С абсолютно разными стилями танцами, все-таки я остановилась на современных танцах, это контемп, джаз, модерн, и недавно начала танцевать еще хип-хоп. Когда я начала очень много заниматься контемпом, то есть это все вот эти растяжки, все какие-то красивые движения, все такое плавное, красивое, и я поняла, что именно это все я как бы могу развить в Америке. Мне нужно попасть в Штаты, просто попасть на несколько классов, это все, что мне хотелось. И я начала мучить свою маму, что «Мама, я так хочу туда попасть, там так круто, там такие танцоры, они меня так вдохновляют». Я каждый вечер просто садилась и вот часами зависала за этими видосами, старалась что-то выучить, сама с видео учила, танцевала. И мне это все так нравилось, и меня это так мотивировало, что я каждый раз после просмотра какого-то видео подбегала к маме и говорила «Все, мы едем в Америку». И я говорила это с такой уверенностью, как будто я это знала. Конечно, моя мама безумно хотела мне помочь, но проблемы были не только в деньгах. И у нас нормально обеспеченная семья, но дело в том, что просто сам перелет, проживание, все классы, и плюс я учусь, и плюс у меня столько всего, ну, как бы с учебой связано, и с другими танцами, и с вокалом, и как бы мама говорит, как ты это сейчас все бросишь, и просто полетишь в Америку на классы. И в итоге я поступила вообще в хореографическое училище здесь, в Москве, при ансамбле Игоря Моисеева. Считается, что это просто наисильнейшее заведение по классике и народному танцу. И я туда поступила, потому что знала, что мне нужна моя фигура, мне нужна, чтобы у меня были красивые плечи, руки, ноги. После того, когда я поступила в это училище, я не прекращала мечтать о поездке в Америку. И совершенно случайным образом получилось так, что я с одной подругой нашей семьи решили заснять одно видео, просто где я рассказываю про себя, кто я такая, о своих мыслях, о своих мечтах, что я планирую в будущем, и немножко станцевать. И получилось такое мини 4-минутное видео, как визитка. Но мы вообще не хотели его никуда не отправлять, никому показывать, то есть мы просто это выложили на YouTube. Я считаю, что я как-то уже выросла просто из спорта, мне стало там просто неинтересно. Мне не хватало чего-то больше, чисто психологически, внутренне. Физически, я думаю, что я могла бы, может, еще как-то вырасти, но мне хотелось чего-то большего, чтобы люди уже начинали задумываться над какими-то вещами, а не просто прыгнул, сказали «хорошо», там, подарили медальку и проводили тебя. Тебе нужно потом выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое, чтобы расширить свои вообще границы и свои возможности. Я думаю, что танец — это
прям вот внутреннее развитие, потому что я ходила на некоторые мастер-классы, и я как-то начала свое тело чувствовать и слышать его. И вы не представляете, именно это видео стало моим счастливым билетиком в Америку. Я иногда просто удивляюсь, как так все складывается. Вот просто я никогда не могла представить, что благодаря этому видео на меня кто-то может обратить внимание. Я просто продолжала делать то, что мне нравится, то, что я люблю. И в итоге, когда наш продюсер нашел меня на YouTube благодаря этому видео, то он пригласил меня принять участие в этом проекте. Конечно, это был длительный процесс всех отборов, так как сначала они должны меня были отобрать заочно. То есть они искали любую информацию обо мне, кто я такая, чем я занимаюсь, как долго танцую, пою ли я, еще что-то. В общем, они все про меня пытались узнать благодаря Инстаграмам, Твиттерам, ВК, Ютубам. И в итоге они со мной связались и пригласили меня принять участие в их проекте. И сначала я попала в 100. Конечно, я обрадовалась, но честно, не думала, что этот проект будет настолько глобальным. Я, честно, не поверила в это. Вообще не поверила. Я не думала, что моя жизнь вот так вот сможет измениться. И тем не менее, я подумала, ну, как бы поучаствовать, почему бы и нет. И в итоге я сначала попала в 100. После этого меня попросили еще прислать некой информации для них, и, конечно, это все на английском. Я безумно паниковала, что я не знаю язык, и что я не знаю, как это все делать, потому что на тот момент я учила английский только в школе, как обычная ученица. И, в общем, после того, когда я попала в 100, я прошла в 50 человек, и после этого меня отобрали в 10. Это был достаточно длительный процесс, все это проходило около 4 месяцев. Это было где-то конец весны, начало лета, когда приехали помощники продюсера в саму Москву, и они просмотрели каждого участника. После недели отборов в Москве они улетели назад к себе в Америку и сказали, что все итоги подведут чуть позже. Я, конечно, безумно нервничала, потому что на тот момент уже начала осознавать, что это все не какой-то розыгрыш, что сейчас меня всерьез могут отобрать в эту группу, и я вот по-настоящему могу попасть в настоящий Лос-Анджелес, в настоящие Штаты, как я этого хотела, буквально там вот 8 месяцев назад, и я не могла в это поверить. И, конечно, я нервничала, вы просто не знаете как. И я помню, я даже как-то снимала на свой телефон видео, что сегодня должны прислать, наверное, какие-нибудь там итоги, я так нервничаю. И я помню, что я прям уже начинала плакать на видео. И вы не поверите, именно в этот день вечером объявили, что я попала в 4, которая полетит в Лос-Анджелес. Если бы знали, сколько эмоций я в тот день пережила. После этого я начала заниматься как можно больше танцами, вокалом, развивать свой английский, просто учить какие-то слова. У меня было буквально 2 месяца до отлета. И я помню эти 2 месяца в Москве летом, когда все уезжали куда-то отдохнуть, еще куда-то, но нет, я сидела дома, я все учила, я готовилась, я стремилась ко всему. Через 2 месяца я полетела в Лос-Анджелес. У меня прям бабочки в животе начинают летать, потому что вы не представляете, насколько это круто, когда твоя мечта сбывается. На тот момент я не знала, что я буду в проекте. Это был еще такой финальный этап, когда туда прилетали ребята из 14 стран по 2-4 человека. И от России отобрали 4. Я безумно нервничала. Вы не представляете, как я переживала, но в тот же момент я думала, ну и ладно, не пройду в этот проект, ну и ладно. Я полетела в Штаты, и мне оплатили всю поездку туда с мамой. Мы прилетели в Лос-Анджелес за неделю до отборов, и мы просто решили отдохнуть, мы просто решили провести там как можно больше времени, сходить в Диснейленд, в Universal Studios, побывать в самых известных, популярных местах и просто почувствовать себя настоящей американкой. Да, это были потрясающие просто моменты в моей жизни. Пойдемте плавать прямо сейчас. Первый день, когда все ребята собрались, я помню, что я чувствовала себя просто наисчастливейшим человеком, потому что, во-первых, развитие английского. То есть я сразу начала со всеми разговаривать, пыталась как-то что-то высказать на английском. Это, конечно, было сложно для меня, но тем не менее, сразу нашла уже себе каких-то друзей, сразу с кем-то начала общаться, общие какие-то темы нашли.
И мы приехали, вообще мы все вместе встретились в офисе нашего продюсера. Офис у него огромный, белый, такой весь белый, абсолютно. Все потолки и стены, и все окна были также в пол. И они все были прозрачные, и это был 22 или 24 этаж, и ты мог увидеть целый Лос-Анджелес просто перед собой, целый Голливуд. Там я встретилась со всеми 35 ребятами, все абсолютно из разных стран, у всех разные акценты, у всех разные одежды, все такие смешные, веселые, все улыбаются, все пели, танцевали. То есть мы уже стали огромной командой буквально в первый день. Но также у нас у всех присутствовала одна мысль: мы не сможем быть все вместе в группе, отберут только 14 из нас. Но тем не менее, вся компания, как раз нашего продюсера, пытались это все разбавлять. Они старались, они сохраняли вот это вот, знаете, чувство, какую-то атмосферу счастья, веселья и любви. И то есть мы как бы чувствовали напряжение, но скорее больше внутри, нежели со стороны окружающих. Потому что все настолько по-хорошему, по-доброму к тебе относились. Все очень внимательные. Они спрашивали тебя каждый раз, нужно ли тебе водичку, покушать, попить. У нас всегда стояли огромные столы с едой, чтобы, если мы вдруг устали в течение занятий, репетиций, мы могли туда подойти, что-то взять. То есть на нас никогда не кричали, ни разу, чтобы на нас кто-то повысил голос, ни разу. Все очень в такой доброжелательной атмосфере жили, и это, конечно, меня очень сильно притягивало ко всем, и я безумно очень хотела остаться в этой группе. И я выдавала просто все, что могла, вот всю свою энергию, и поэтому на всех танцевальных классах я старалась быть лучшей. Я знала, что были ребята, которые были намного сильнее меня, но я делала просто от чистого сердца, не чтобы их переплюнуть, а переплюнуть саму себя, чтобы добиться этого успеха и попасть в эту грандиозно крутую группу. В течение недели в Лос-Анджелесе нас распределяли каждый день на две разные группы. Группа А и группа Б. Саймон, наш продюсер как раз, он хотел посмотреть, как мы смотримся друг с другом, потому что одно дело, кто-то крутой танцор, кто-то классный певец, но вместе они могут смотреться, ну, отвратительно. Поэтому он распределял нас на две разные группы, на группу А, это те, кто больше как основные были, и группа Б, это все остальные. То есть он нас как бы всех там миксовал, смотрел, кто как с кем смотрится, как мы танцуем, кто как поет. Это очень тяжело. И он сделал просто, мне кажется, идеальную работу, потому что он никогда никого не обижал, он всегда проводил с нами какие-то совещания, собеседования, какие-то разговоры устраивал, и что он всегда как бы поддерживал приятное состояние, хорошее чувство того, что вот мы все вместе, что кто-то пройдет, но значит у другого будет жизнь совершенно другая. Это не значит, что она будет хуже, просто у вас другой путь. Тем не менее, все равно внутри ты чувствуешь, что типа, нет, давай, ты должен пройти этот кастинг, ты должен сегодня выложиться на все 100 там на танцевальном классе, а потом на вокале, а потом на интервью ты должен сказать какую-то супер классную мысль, чтобы на тебя обратили внимание. То есть ты всегда пытался как-то вот привлечь внимание, как-то старался вот, ну, привить себя вот только вот с самой лучшей стороны. С понедельника до пятницы мы очень много тренировались, и в четверг я была в группе А, и я думала, так, мне сегодня нельзя попасть в группу Б, иначе я в пятницу, ну, как бы, не пройду. И в четверг приходит продюсер и говорит, сейчас там, типа, ну, какое-то выступление, мы в конце каждого дня мы устраивали показы для продюсера, и как раз после этих показов он подводил свои итоги, что да, хорошо, на следующий день ты будешь в группе А, на следующий день ты будешь в группе Б. И у нас прошел точно такой же обычный показ танцевальный, он говорит, пока присядьте, я там типа посовещаюсь там со своими хореографами, еще с кем-то. Мы все просто сидели и начали петь, танцевать, в общем. Кстати, все эти видео и фото вы реально можете найти у меня в инстаграме, если очень далеко туда помотаете. И, в общем, мы сидели, что-то пели такие, там что-то делали, я не помню, просто веселились, получали удовольствие. И тут продюсер встает с хореографом нашим Кайлом Ханагами и говорит такую длинную речь и рассказывает про то, что как он рад, что вот мы все вместе, еще какие-то вещи, что вообще так круто, что мы собрались, и что он так долго думал над этим проектом, и что он так хочет, чтобы это все так получилось, и он еще никогда так не вкладывался ни в один проект. Ну, в общем, так все вот это рассказывал, мы все сидим, и мы понимаем, что вот сейчас будут происходить самые настоящие отборы, когда он скажет, что ты в группе или ты не в группе. Сколько же мы пережили стресса в эти секунды, потому что, с одной стороны, мы все это слушали, и как бы мы вдохновлялись, но с другой стороны, внутри нас просто вот так вот било сердце, потому что мы понимали, что либо мы сейчас пройдем, либо мы вообще не попадем в эту группу. И, конечно, я готова была к любому выбору. Я настроила себя правильно, и моя мама всегда меня настраивала, ну, как бы на нужный лад. И тут он говорит, первый в группе
будет Хэйюн, девочка из Кореи. Конечно, все начали радоваться, все плачут, все там веселятся. Назвал он первого человека, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого. Когда он назвал восьмого, я думаю, все, я не попала в группу. Я думаю, я сейчас умру. И когда он назвал меня 10-й, я просто взорвалась. Я начала так плакать, и все меня так начали обнимать. Все такие, молодец, это кричали. И просто вот, я прям не могу. Сколько вообще всего я пережила в тот момент. И я помню, как сильно я радовалась, потому что я думала, я это сделала. Вы не представляете, попасть в сам Лос-Анджелес, когда я так долго об этом мечтала. И мало того, еще попасть в саму группу моей мечты. И после этих 5 дней, таких как бы вот стрессовых отборов, в субботу и воскресенье были дни чисто для нашей команды из 14 человек. Когда у нас была вечеринка у бассейна, когда мы просто получали удовольствие, проводя это время вместе. Go, baby, go, baby, go. Go, baby, go, baby, go. Somebody screams. И вы не представляете, насколько я была счастлива вернуться в Москву с мыслью о том, что теперь я представительница России в огромном глобальном международном проекте Now United. И мы уже объехали больше 18 стран, и я не могу сказать, что это вот за год, это даже меньше, мне кажется, это где-то за 8 месяцев. Но, кстати, все Now Unitedовцы приезжали еще в Россию в 2018 году в апреле. Мы участвовали в «Голос дети» в финале, мы участвовали в вечернем Урганте, я ездила, давала интервью на детское радио, мы также выступали в Вегасе, «Жара», кажется, там какой-то фестиваль проходил. В общем, у нас было очень много всего также здесь в России. И после этого у нас опять был небольшой перерыв, и потом уже летом мы полетели в Германию, в Австрию. В общем, мы объехали за все лето около 16 стран. Вот в 2019 году я уже побывала в Америке на сборах. Слетали мы на Филиппины, где у нас также было очень-очень много всего. Разные проекты, шоу, интервью, выступления. И это все, кстати, можете уже увидеть в моих влогах, потому что я начала это все снимать в 2019 году. Это, наверное, такой большой шаг в моей жизни, начать снимать. Я больше как влогер, то есть я показываю вам свою жизнь, и это не с целью заработать как можно больше подписчиков, лайков и комментариев, а поделиться этим с вами, потому что, не знаю, мне так нравится делиться всем с людьми. Хочу поблагодарить каждого из вас за вашу поддержку, за все ваши комментарии. Вы такие все добрые, и это меня так радует. Мне прям хочется снимать все больше и больше для вас. И я буду вам показывать свою жизнь в турне, буду показывать, как я вообще там выживаю. Я бы очень хотела вас мотивировать сейчас делать что-то полезное. Идите в спортзал, я не знаю, побегайте на дорожке, сходите на какой-то танцевальный класс. Если же вы поете, идите прямо сейчас, поиграйте там где-то на фортепиано, если у вас есть, на синтезаторе, включите какую-то любую песню, если у вас нет каких-то музыкальных инструментов. Просто начните петь, голосить. Если вы любите рисовать, пойдите сейчас вот и порисуйте что-то вот, пока вот у вас есть это вдохновение. Просто займитесь чем-то полезным. Хотите выучить английский? Каждый день учите слова. Надеюсь, я смогла хоть чуть-чуть вдохновить вас в этом видео. И я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, как я попала в эту группу и как проходили все отборы и кастинги. Верьте, никогда не отступайте от своих мыслей, от своих желаний. Всегда действуйте и достигайте своих целей. Всем пока-пока!